Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру Gone Home. Так, мы зашли в очередную комнату, которую я еще не исследовала, только успела посмотреть там книжечку и выключить. Это здесь можно? А, это какая-то музыка? Ну пусть играет тогда. Это та книга, которую написал мой папа. Покажи. «Случайный спаситель». Ну окей. 3 февраля. Терри. Привет, друг, как поживаешь? Я знаю, что ты теперь публикуемый автор и все такое, но мой редактор из Hi-Fi... Ага, это музыка. Из Hi-Fi что-то там просто завален материалом, который нужно отрецензировать, так что он ищет одного внештатника. Само собой, я... Я просто не знаю, может, я ачивку получу, если я дослушаю до конца. Само собой, я подумала о тебе. В своем последнем письме ты писал, какая-то морока найти издателя для твоей книги. Тяжело читать, когда я слышу громкие звуки. У меня просто в наушниках это, скорее всего, будет громче, чем на видео. Сидишь себе дома со стаканчиком скотч, что-то слушаешь, пишешь про то, как это звучит, а потом получаешь деньги. Я вложил несколько выпусков журнала в качестве образца. Если заинтересовался, то отправь пару пробных статей моему редактору и скажи ему, что тебя послал Майк, твой старый друг, по колледжу. Вот адрес. Прекрасно. Просто прекрасно. Пускай играет пока. Снова же, я просто надеюсь на ачивку. Эта кружка что? Со старой маминой работы. Прочесть программу передач. Дела семейные, неразгаданные тайны, диагноз убийства, Мантис, шоу Люси, странное везение, парень познает мир, шоу Бонни Хант, мир Дэйва, театр крови, китайский квартал, шаг за шагом, чистокол, секретные материалы. Вот секретные материалы — это все, что я знаю отсюда, правда. X-Files. Я их смотрела еще, когда мне было лет 12, наверное. Все, больше ничего здесь не знаю. Может быть, Робокоп что-то знакомое? Все, больше ничего не знаю. Ачивку я не получила. Блин. А чё? Ну ладно, фиг с ним. Спичечный коробок. Я так понимаю, некоторые предметы я просто так могу трогать, да? Отправитель Дэвид Каппинг, журнал Hi-Fi. Получатель Терренс Гринбрайер. Привет, Терри. К письму прилагается плеер в комплекте с пультом и кабелями. Нам нужен обзор на полстраницы кабелями. Окей, опустим. Нам нужен обзор на полстраницы к октябрьскому выпуску, так что у вас есть примерно 2 недели, чтобы отправить нам копию на редактирование, подобную той, которую вы писали на... Так как это универсальный плеер, то нужно проверить его несколькими CD и LD дисками. Также протестируйте отношения сигнал-шум, соединение Тослим. Для покупателей высшего класса ждем вашего мнения о нем. Наслаждайтесь устройством. Дэйв. Мне кажется, подставки эти тут зачем-то надо, нет? Может, я ошибаюсь. Ой, когда она садится, она вообще супер-мега медленная. Бэтмобиль. Я не знаю, зачем я это трогаю, правда. Открыть коробку с-под пиццы. Вряд ли что-то изменится, потому что я ее открываю-закрываю. Банка газировки прикольно. Тарелочка тоже прикольно. Выкинь это. И это выкинь.
Книга про полтергейстов? Вау. О, прикольно. О, круто. Плохо видно. Но ничего, я все равно просмотрю немножко. Почему здесь эта книга стоит? А, это я ее туда кинул. Ну ладно. Рай на краю света. Саманта Гринбрайер, 2 класс. Рассказ «Люди-черепахи». Часть 1. Капитан Аллегра вглядывалась в океан. Он тянулся бесконечно, или же это так казалось. Однажды она найдет край света и попадет наконец-то в рай. Прогремели залпы пушек. Бум! Это был пиратский корабль «Чернь». Она закричала. «Я думала, мы оторвались от них у берегов Хорс-Айленда. Кажется, ты поспешила с выводами», — ответил первый помощник. «Чернь» поравнялась с бортом. Капитан Блэк лично вышел на палубу. Он проорал капитану Аллегри: «Тебе никогда не добраться до края, в этом мире нет никакого рая, твой отец лгал тебе». Аллегра крикнула в ответ: «Если...» Опять я слышала пианино. «Если так, то почему ты продолжаешь меня преследовать, придурок? Мы остановим тебя, капитан Блэк, мы найдем край мира, и тогда ты поймешь, что ее отец не лгал», — крикнул первый помощник. Битва длилась до тех пор, пока кораблю под командованием капитана Аллегри не удалось оторваться на запад, — приказала она, и корабль направился навстречу закату. Угу, окей. Пум-пум-пум. 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 Я слышу эти звуки. Ты думаешь, я не... Конечно, я слышу. Не надо меня пытаться напугать. Я не в такое играла. Купоны какие-то. Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов. Руководство национальным лесничеством. Северо-западная область, предписанная по контролируемому выжигу и меры предосторожности. Ой. Да господи, иногда такая резкость странная максимально. Вот она обычная, а потом я такая, как что-то беру, выкидываю, и она такая хоп. Я не знаю почему. Светик. Ой, ничего не вижу. Что это у вас тут за лампа? Угу, красиво. Угу, прикольно. Репродуктивная система, проверочное задание 6. Имя Саманта Гринбрайер, дата 9994. Задание. Даны 2 истории и порядок событий, в которых перепутан. Возьмите чистый лист бумаги, перепишите одну. Я слышала. Еще раз. Не мешайте мне, пожалуйста, пока я читаю. Даны 2 истории, порядок событий, в которых перепутан. Возьмите чистый лист бумаги, перепишите одну из них в хронологическом порядке. Начните с заголовка вашего имени. Не забудьте проверить, является ли последнее предложение логическим заключением текста. А. Менструальный цикл. Она проходит по фаллопиевой трубе. Яичник выпускает яйцеклетку после 2 недель с момента, как эндометрия становится ее не нужна для беременности, она выходит через влагалище. Невероятно, как женское тело узнает, когда подготовится к беременности. Неоплодотворенная сперма-яйцеклетка растворяется. Во время созревания яйцеклетки эндометрия утолщается и... Окей. И все. Так, менструальный цикл рассказ. Было раннее утро 1 сентября 1939 года. Эсса Глад смотрела из окна поезда, который мчится из Вены обратно в ее родную польскую деревеньку Валюнь. Пока грохочет поезд, а солнце поднимается над сельской местностью, мысли девушки заняты лишь ее дорогим Бориславом, за которого она мечтает выйти замуж. Тем временем глубоко внутри нее созревает яйцеклетка. Поезд Эссы приближается к месту назначения. Ее сердце начинает учащенно биться, эндометрия утолщается, становится мягкой. Спускаясь с поезда, Эсса окидывает взглядом собравшуюся толпу. Да вот же он, ее дорогой Борис. Все еще в спецодежде, видимо, утром он бросил все в пекарне своего отца и пришел сюда, чтобы только встретить ее. Сердце у нее замирает, яичник выпускает яйцеклетку. Она проходит по фаллопиевой трубе. Сквозь лязг паровых двигателей слышен нарастающий гул.
Окей, дальше. Почти 75% населения родного города убиты в результате нападения немецких войск. Остальные, в том числе Эссей, на какое-то время Борислав ютятся в полуразрушенной церкви. Он ослеп, потерял обе ноги, раны перевязаны рваной простыней, неоплодотворенная спермояйцеклетка Эссы растворяется. Примерно через 2 недели Борису становится очень плохо, Эсса отдает ему весь свой паёк, только лишь, чтобы он остался в живых, но ничто уже не может спасти его. С того момента, как эндометрия становится не нужна для беременности, она выходит через влагалище. Эсса делает все возможное, чтобы выжить. Она присоединяется к польскому сопротивлению в роли смелого шпиона и диверсанта. Другая яйцеклетка начинает созревать в одном из яичников, и процесс начинается заново. Невероятно, как женское тело узнает, когда готовится к беременности. Меня бесит, что не все показывается. Ну, окей, я просто так покажу, если вам интересно. Учебник. Всемирная история. Прикольно. Отличненько. Почему я могу брать все эти подставки? Взять вторую папину книгу. Случайный изгнанник. От имени Дональда Фрипса, издательство какое-то там 8 марта. Мистеру Терренсу Гринбрайеру. С сожалением сообщаю вам о том, что Mercury Books не может выступить издателем продолжения «Случайного изгнанника». Несмотря на низкие продажи «Случайного спасителя», мы дали зеленый свет второй книги, надеясь, что серия Джонни Расселя выстрелит. Однако продажи второй книги оказались даже ниже, чем первой, поэтому мы прекращаем наше с вами сотрудничество над серией. Как издатели ваших книг, нам было очень приятно работать с вами. Желаем вам и Джону Расселу удачи в будущих начинаниях. Окей. Прекрасно. Не хватит с меня. Обойдусь. Тут вообще есть достижения? Вот что. Я сейчас посмотрю. А я сейчас проверю. Если тут нет достижений, то что я... Тут есть достижения. Ну, блин. Ладно. Саманта, пожалуйста, передай это письмо своей маме. Дженнис, спасибо, что приняли Дэнни в вашем новом доме. Он очень скучал по своей давней подружке Саманте. Дэнни попросил меня одолжить Саманте кассету Street Fighting для Nintendo. Я разрешила, все равно ему надо поменьше сидеть за этими игрушками. Так что возвращать не спешите. Передайте Саманте, что всегда рады в нашем доме. Искренне ваша Мэри Шутс. Когда всю жизнь живешь в одном и том же месте, соседи становятся чем-то вроде друзей по умолчанию. Но Дэниел с каждым годом становился все более причудливым. Поэтому переезд был отличной причиной больше его не видеть. Но у него всегда были классные игры для Nintendo. Может быть, я ему еще позвоню? Кэти, пожалуйста, скажи маме и папе, что я извиняюсь за пропавшие вещи, Сэм. Кэти, чтоб ты не нашла, пожалуйста, не говори маме и папе. Чердак. Заперто, блин. Окей, пошла я в другое место тогда пока, да? Да, пошли в другое место, получается. Большой же у вас дом. Я смотрю. А, тут еще второй этаж. А можно карту? В подвал. Подвал закрыт. Я сейчас вот здесь. Музыкальный кабинет, библиотека. Прикольно. Тут я была? Не была. Возьми вот, помой руки.
Журнал «Аутер», 50 конкурсов с призовым фондом, Стивен Кинг, критика искусства отзыва, стать опубликованным автором «Секрет успеха», пустой лист, как с этим справляются 20 лучших писателей. Туалетная бумага. Прикольно. Чистящий порошочек у нас тут. Какая-то пластыри, да. Пошли. Идем дальше. Тут я была. Теперь в эту сторону, значит, можно пойти. В эту сторону, значит, нельзя пойти. Что это за место заперто? Хз. Ой, как темно тут. Контролируемый выжиг запланирован в округе Брун. В результате работ службы охраны лесов по запланированному выжигу заросших участков на национальном лесу Флинтлок почти всю следующую неделю клубами дыма затянет небо в северо-восточной части округа Бун. Бригады службы охраны лесов подготавливали участок в течение нескольких месяцев. Операции по выжигу будут проходить с 8 до 17. В понедельник, вторник, среду, возможно, четверг, в зависимости от скорости работы, сообщает служба охраны лесов. Кроме уничтожения высохшей и разросшейся растительности, которая может привести к пожарам в более сухие месяцы, операция будет служить ценным учебным пособием для сотрудников и привлеченных бригад пожарных, сказала Дженнис Гринбрайер, старшая специалистка по охране природы. Это наша мама. Ежедневник. Понедельник – парный боулинг, среда – кулинарные курсы «Взять фартук», пятница – бальные танцы, понедельник – парный боулинг, среда – кулинарные курсы, пятница – бальные танцы, среда – кулинарные курсы, пятница – бальные танцы, приготовить что-нибудь вкусненькое для Терри и Сэм. Ну, как мило. Уведомление о временном переводе персонала. Брюс Пендлтон, начальник отдела кадров службы охраны лесов. Для оказания помощи в предстоящей операции по выжигу леса к нам на станцию лесничества национального леса Флинтлок будет направлен лесник с опытом работы в данной области. К работе приступит с 2.9.94. Пожалуйста, ознакомьтесь с прикрепленным личным делом. Офицер станции лесничества Флинтлок, старший специалист по охране природы Дженнис Гринбрайер, наделяется полномочиями по курированию нового персонала. Продолжительность перевода будет... Господи, это она! Я просто сначала не врубилась. Продолжительность перевода будет зависеть от оценки эффективности, а также от рекомендаций его курирующего офицера. Это она или нет? Мне очень сложно понять это. Включи свет. Для Сэм. Черри Бомб. О боже, почему я вспоминаю Хазбин отель? Прикольно. Это странно зависать с девчонками. Дэниел был рядом со мной с самого детства, девчонки... Не знаю. Но с Лони все иначе, тусоваться с ней для меня как будто обычное дело. Я устроила ей подробную экскурсию по дому психопата, отмстила в Супер Нинтендо. И это было как... Не знаю, я наконец нашла человека, с которым мне было хорошо. Я отвезла ее домой, после чего она дала мне кассету, сказав, ты должна это послушать. С тех пор я слушаю эту кассету без остановки. О, боже, почему так мило? Сэм, прекрати оставлять свет по всему дому. Ты такая же, как твоя сестра. Дэниел снова звонил, он хочет забрать свой Нинтендо. Звонил Дэниел. Всем, кого это касается. Я Саманта Гринбрайер, мне 17 лет, стало быть, я независимый и самостоятельный человек. Тот факт, что вы до сих пор запрещаете мне одной ездить в город, откровенно говоря, является абсурдом. Кэти всего на 3 года старше меня, вы уже разрешили пересечь океан и отправиться на другой континент одной. Ну, смотри, на 3 года, то есть я уже совершеннолетняя. Все, надо запомнить, Сэм это моя сестра, я Кэти. Я отныне не Лера, не Твинки, я Кэти. Я просто хочу проводить вечера в нормальном, абсолютно безопасном городе сама, как человек. Если вы вдруг забыли, то теперь у меня есть своя машина, и вам меня все равно не остановить. С наилучшими пожеланиями, ваша дочь Саманта.
Так, что у нас тут? О, прикольно. Комбо, удары Чун-Ли, фаербол, зажать удар рукой, быстрый удар ногой, 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 вертушка вниз, зажать вверх, удар ногой, затоптать в воздухе вниз, средний удар ногой в прыжке. Ой, мне нравится ее комната. Ой, мне нравится ее комната. Классная, классная комната. Мне очень нравится. Я не знаю почему, мне реально, мне тут уютно. Мне тут прям вау. А еще я всегда хотела, чтобы у меня кровать тоже стояла, знаете, как вот под таким углом прикольненьким. А, классно. We're so cool, yeah, yeah. Yeah, we're so cool, cool. We're so cool, yeah, yeah. Fuck you too, cool, schmuck. I don't wanna sit around and talk about the weather. We're such a good old day. I don't wanna wonder if you're gonna say hello. I don't wanna wonder if you're gonna walk away. I don't wanna hear how many friends you have. I don't have any anymore. I don't want you to tell me what's so cool. I don't wanna go back to junior high school. Вилли, выставка в Тихоокеанском институте искусств 19 августа, 30 ноября, 91 год. Стоп. Харе. Харе. Вот, что это. Привет, Лони. Я написала это на первом уроке, закинула в твой шкафчик, пока шла на второй. Я подумала, что так должны поступать крутые ребята. Отпиши мне. У меня тут еще идейка для рисунка возникла. 2 кошки на мотоцикле. Эй, отличная идея. Вообще-то крутые ребята посылают друг другу сообщения на пейджер. Но мы так круче их, догадайся почему. Они не смогут засунуть такое в пейджер. Твой рисунок с кошками был таким классным, что решила добавить фон и сделать его еще лучше. А может быть, мне все же не стоило отвлекаться от урока. Мне понравилось. Откуда ты знала, что их собирались похитить пришельцы? Я смотрю на мистера Фиша и представляю, что у него дома живет куча кошек. И еще мне кажется, что он очень стыдится того, что он не пропускает ни одной серии 90210. Надо спросить его про кошек после урока. Он сказал, что у него есть 2 кошки, а еще что он никогда не смотрел 90210. По его глазам я заметила, что он врал. Это какой-то код? Ага, отпустите. Отпусти. О, вау! Это какие-то актрисы? Да? Нет? Не знаю. Или просто... Или не актриса. Я хз. Сэм, думаю, направление литературного творчества будет наиболее подходящим для тебя, миссис Блэллок. Летняя подготовительная программа для абитуриентов, сессия 1995 года. Колледж Рид – один из наиболее известных среди общеобразовательных научных колледжей страны, с гордостью объявляет об открытии своей 14-й ежегодной летней программы для будущих абитуриентов. Приглашаем учеников 10-11 классов прослушать курс лекций, принять участие в различных семинарах и дискуссиях на самые разнообразные и увлекательные темы. Для более тесного взаимодействия студентов с преподавателями занятия проводятся в небольших группах. Программа поможет молодым людям выявить их слабые и сильные стороны к моменту поступления в вуз. Помимо преимуществ самой программы, 3 студентам с каждого направления будет оплачен первый год обучения в колледже Рид. В случае, если они решат продолжить обучение в вузе и будут зачислены в приемной комиссии педагоги школ, в которых учатся. Ага, что это? Какая-то папка, прикольно. Ой, у меня подобная пилочка была, на секундочку. Старшая школа Goodfellow. Форма дисциплинарного взыскания. Имя учащегося Йоланда де Сота. 12 класс, дата 18.09.94. Мистер Бенчли заметил мисс де Сота в футболке с неприемлемым рисунком спереди. Большой бокал пива с надписью Pubs Blue Raybone. Мисс де Сота была отправлена в кабинет к школьному методисту. Мисс де Сота было предложено вывернуть футболку наизнанку, поменять ее на другую
из личного шкафчика или быть отстраненной от занятий до конца дня. Мисс Десота выбрала последнее. Мы звонили ее отцу, но никто не ответил. Автоответчика также не было. Мисс Десота должна вернуть эту форму завтра с подписью отца. Подписано преподавателем Марсия. Окей. Пофиг, нет. Опа. Капитан Аллегро в своей развивающейся юбочке в прочном жакете сбросила блестящую нить в нижнюю пещеру лабиринта. Вместе с первым помощником они пробирались к цели, к тронному залу почившего бессмертного короля острова. Первая помощница соскользнула вниз по нити и приземлилась на каменный пол. Она отряхнула свои парусиновые штаны от костной пыли и посмотрела вверх на Аллегру. Шелковая нить особо прочная, благодаря магическим шелкопрядам, обитающим на этом острове, тянулась за ними от самого входа. Погружаясь все глубже в лабиринт, они слышали эхом отдававшиеся стоны. Стоны становились все громче и отчетливее. Проклятый голос короля. По телу капитанки Аллегры пробежали мурашки. Она обернулась, посмотрела на первую помощницу. Глаза той были сначала прикованы к темному проходу, только потом она заметила взгляд Аллегры. Первая помощница... Что? Молча кивнула, короче. Внизу располагался тронный зал мертвого короля с большой купальней. Скелет был облачен в сгнившую мантию, сгорбившись. Он держал скипетр, в изголовье которого сиял голубой шар. Когда король пел, стонущие души из трещин в стенах тянулись одна за другой в шар, из-за чего сияние шара становилось все ярче и ярче. Позади короля виднелась лестница, вырубленная в скале, которая соединяла верхний уровень, на котором они находились, с залом внизу. Аллегра сказала: «У нас численное преимущество, я отвлеку его, а ты в это время...» Но первая помощница перебила ее. «Я меньше тебя и проворнее, ты знаешь, как бороться с мистическими силами вроде этой. Давай я обойду зал с другой стороны, попробую отвлечь короля, заставив его погнаться за мной». Она подняла шелковую нить. «Нервущаяся нить поможет мне». Аллегра ответила: «Отличный план, но, может быть, нам пойти вместе?» Первая помощница покачала головой. «Ты знаешь, это наш лучший шанс. Не бойся за меня». Помощница привязала к поясу сверкающую нить, отсалютовала, подмигнула и бросилась прочь. Аллегра ждала и внимательно следила за выходом на лестницу, откуда должна была появиться первая помощница. Король продолжал стать... О, нет, нет. Пение затихло, король повернулся и зашагал вверх по лестнице. Аллегре хотелось закричать, сделать хоть что-то, как-то предупредить о надвигающейся опасности. Король уже почти поднялся, когда первая помощница выбежала ему навстречу. Она заскользила, тормозя с разбегу, резко развернулась и рванула назад. Король бросился следом. Из глубин сырого прохода где-то вдалеке Аллегра услышала крик первой помощницы. Нить в ее руке натянулась, вздрогнула и ослабла, упав на каменный пол. Аллегра побежала по ней и наткнулась на ее конец. Обрывок нервущейся нити болтался в ее руке. Она бросила нить и побежала быстрее. Еще быстрее. Ого, эта папка была в классе, наверное, 4. Библия. Саманта. Симпатичная, аккуратная, милая, артистичная, нежная, трепетная, адекватная. Опять кто-то там двери мацает. Я сейчас Что это было? Я что-то сейчас нашла? Тут только что что-то было или мне показалось? Ладно, я не знаю. Есть твой номер. Настольная игра. Давайте на этом закончим. Я все еще слышу иногда эти фоновые звуки. Это, конечно, забавно. Но спасибо вам, танчицы, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.